Я приветствую вас, представители знака зодиака Стрелец. Таро-прогноз «Неожиданности и сюрпризы. Цыганский старинный пасьянс». Что же будет дальше? Имеется в виду, что же нас ждет за неожиданностями и сюрпризами? Для чего все это было нужно? И мы с вами рассмотрим период февраля 2025 года. С чем мы столкнемся после этих неожиданностей? Или в чем знаки судьбы? Давайте на картах пасьянса старинного, он у меня уже очень давно, мы выполним расклад и посмотрим. Никогда не знаешь, что ожидать от этих маленьких карт с их рандомными значениями. Так вот, давайте узнаем. Они показывают событийный ряд. Что же случится? Или, допустим, с вами один из тысячи возможных альтернативных вариантов развития событий. Останемся, конечно, реалистами. Любой прогноз, расклад не расскажет о личной истории каждого из вас. Но иногда рассмотреть, что же может случиться, и где-то просчитать, может быть, из разряда того, чего мы не ждем. Что же случится, чего мы и не ждем, мои дорогие стрельцы. Итак, давайте будем смотреть. После на колоде Таро мы дополним эти значения, раскроем ваши ощущения или ваши эмоции, сфера жизни. Что будут означать эти неожиданности? Итак, смотрим. Я смотрю, и вы смотрите тоже. И выпадает первое значение нож. Это не есть что-то глобальное, но это наш внутренний дискомфорт. Вы с кем-то не согласны или вы кому-то не верите. Есть, возможно, какая-то проблема, которая у вас не решена. И я могу предположить, вы не знаете, каким образом ее решить. У кого-то напрямую может проиграться именно это значение. Конечно, карта говорит и о том, что для кого-то из вас это может быть с ключевым или одним из ключевых партнеров конфликт. Может быть, и есть какая-то проблема, которую вы пытались уже решить, но, опять же, не получилось. То есть время ушло, а проблема осталась. Что с этим делать, непонятно. Но, тем не менее, смотрите, тут действительно ваше внутреннее состояние. Мы теперь уже можем рассмотреть все символы, которые у нас выпали, и именно вот в этой плоскости. Первый у нас был нож, и я пояснила. Дополняет те же самые значения и где-то усиливает. Когда мы не видим выхода, нам его нужно найти, но мы это не видим. Два перекрещенных меча. Но у вас в этой же плоскости, мои дорогие стрельцы, выпадает благополучие. Поэтому вот те эмоции, которые вас могут так вот закрутить, или, ну, где-то преобладая, заставлять думать или обдумывать один и тот же вопрос, гонять мысли по кругу, ну, устраивать себе сеанс самокопания, на самом деле, объективно, не имеет смысла. Потому что сейчас период благополучия. Тем не менее, у вас сейчас все под контролем. И, может быть, и есть, правда, у каждого проблема она своя, у кого-то в личной жизни. И не обязательно это вопросы любви. Может быть, у кого-то проблемы с детьми, или с родственниками, или какой-то важный вопрос, на который вы, скорее всего, не влияете. Вот я вижу все вот эти выпавших 3 значения, и я специально выложила карты до того значения, где у нас может быть предполагаемый колокол. Это сама по себе неожиданность. Так вот, эта плоскость или то, что вас сейчас буквально мучает, в принципе, оно не оказывает влияния на вашу жизнь. Это оказывает влияние на ваше восприятие жизни, на ваш эмоциональный фон, на ваше настроение, на ваше самодоверие. Поэтому самокопание должно быть исключено. Я это со всей серьезностью, мои дорогие, заявляю. Нет ничего реального в том, чтобы вам могло, ну, каким-то образом помешать или осложнить жизнь. Поэтому, может быть, рассмотреть объективно ту проблему или вопрос, который у вас сейчас стоит на повестке дня. И, скорее всего, вот по всем этим значениям это не есть что-то новое. Это то, что уже, ну, где-то присутствует в вашей жизни не первый день, это точно. А у вас на пророке перемены и исполнение желания. Корабль. Один из символов Меркурия.
Это вообще добрые какие-то либо события, может быть, новости. У кого-то это может выражаться в получении документа или в получении работы, если вы ищете таковую. Вообще какие-то возможности сами по себе. Тут есть шанс, вариант остаться довольным или изменить свою жизнь. Тут добрые перемены практически на пороге. И вам важно думать позитивно. Вот я вижу все же в этом больше значения. Кто-то может мне сейчас возразить, что мне нужно решить эту проблему. Я тогда могу, знаете, вам, забегая немного вперед или, ну вот как от альтернативного варианта, допустите, что эту проблему, сколько ни думай, вы не решите. Что вы будете делать дальше? Или куда вы не хотите идти? Что вы не хотите, чтобы в вашей жизни продолжалось? Или чем вы не хотите заниматься, чего вы не хотите делать? Какого повторения, опять же, вы не хотите. Оттолкнитесь, точнее, от тех значений для себя. Вот это внутренний диалог, откровенный с самим собой на чистоту. Чего я не хочу? Поверьте, когда мы себе вот с этой частицей «не» разложим по полочкам те события, которые нас беспокоят, тогда для нас более четко вырисовывается тот контекст, чего же мы хотим. Нам, может быть, даже это стоит прописать на бумаге. Вот буквально по пунктам. 1, 2, 3 или сколько там, может быть, их 20. Чего я не хочу. А рядом колоночку, к чему я стремлюсь. Намерения ваши, цели. И не отказывайтесь от мечты. Если вы пока не видите, каким образом это в жизни воссоздать. Мечты должны быть тоже конкретные. Не из разряда «было бы неплохо». Это значит ни о чем. Это значит нет конкретного плана или нет какого-то конкретного намерения. Здесь должно быть очень кратко и четко. А потом каждое намерение вы можете разложить на мелкие планы. Или если вы будете даже думать об этом, вот я бы хотел вот такого качества жизни. И не хотел то, что происходит сейчас. Ну, или обрисуйте, пропишите вашу проблему. Поверьте, если думать не о том, что с приставкой «не», а думать как раз о своей цели, вторая колонка, да, будем говорить, вам пространство будет давать варианты. Это работает. Мысль материальна. Поэтому прогоните от себя всяческие сомнения. Здесь на пороге счастливые перемены. Или пусть это будет какой-то один пункт в вашей жизни, но это очень знаковый путь, за которым последует изменение вашего, опять же, качества жизни. Здесь ваши мысли определяют буквально ваше бытие. Ну, вот такой расклад у вас очень своеобразный. И я смотрю все остальные значения, что выпало, а практически ничего и не совпало. После вот этого корабля, после новых возможностей, для кого-то это будет творчество, для кого-то это будут поездки, переезды, все же это корабль, да, или запланируемая, может быть, поездка куда-то далеко. Кто-то из вас захочет работать из любой точки мира. Здесь с учетом Меркурия или символов Меркурия корабля может проходить, ну, любая точка отсчета или точка невозврата. Поэтому какие-то итоги вы должны подвести в феврале, это точно. Нет как таковых неожиданностей. Вам нужно какой-то гештальт закрыть для самих себя, не для кого-то. Себя перестать мучить. Я вижу так. И, наверное, поэтому карты пасьянса вам показывают какую-то проблему, делают на этом акцент. Ты не можешь двигаться дальше, пока вот ты с каким-то пунктом своей жизни не разберешься. Хорошо, давайте мы дополним на картах Таро. Неожиданности. С чем это связано? Достанем 3 карты. Ну вот правда, смотрите, карта Луна. Это старший аркан. И это сама по себе неопределенность. Когда мы хотим решить какой-то вопрос, но мы не видим, каким образом. Или мы видим проблему. Мы видим, опять же, по аркану Луна, очертания этой проблемы. Мы видим какую-то внешнюю оболочку, пропуская через свои эмоции. Но нет никакой конкретики. И карты нам говорят, что ну вот это не имеет смысла. Нам говорят, тут самое главное уделить внимание самому себе. Да, эта карта говорит об интуиции, и это где-то самодоверие.
самодоверие. Интуиция, мои дорогие стрельцы, это не самокопание, это не глубокая философия. Давайте переложим на нашу реальную жизнь, что же такое интуиция. Интуиция – это интеллект, это как высший разум. Это какая-то, но безусловная объективность и наш пережитый опыт. Но не тот опыт, опять же, в котором мы, углубляясь, пытаемся заново с какими-то прежними методами решить тот или иной вопрос. Нет, это когда мы просто оставляем ситуацию как ситуацию, которая в нашей жизни случилась. И все, и мы идем дальше. Нам какая-то тема в вашей жизни, мои дорогие стрельцы, была вам дана не случайно. Это как внутренняя проработка для того, чтобы вы оставили как опыт безэмоциональный и не повторили какую-то ошибку дальше. Вот это интуиция по аркану Луна. Безусловно, в неожиданностях, когда выпадает Луна, есть еще и другая подсказка. Не находитесь в толпе. Вам сейчас очень важно контролировать как и себя, и так и то, что вокруг вас происходит. Быть более осознанным к событиям или к тому, что говорят люди. Постоянно анализировать. И опять же, это не самокопание. Не меняйте вот эти два значения. Иначе есть риск, опять же, устроить себе какую-то ненужную философию. Вы словно на грани балансируете. И для вас будет важно, если мы говорим про толпу, оказываетесь вот в таких, меня смотрят люди из разных стран, в таких условиях, есть выражение «меня несет толпа», и мы не контролируем себя. Так вот вам в другую сторону. Вам немножко побыть, может быть, самому по себе. Или побудьте кошкой, которая гуляет сама по себе. Период февраля – это для вашей адаптации великое благо. И думайте именно о хорошем. Думайте, это не просто какие-то пустые мечты, а нет, они более рациональные. Как я могу оттолкнуться от сегодняшнего дня, чтобы сделать этот прыжок в будущее? И для вас варианты найдутся. Поверьте, это работает. Опять же, неожиданность, с чем это связано? Ну вот все то, что я вам говорила, нулевой аркан, это новое. Вам именно этот прыжок в будущее, квантовый скачок нужно совершить. Для кого-то это поездка, переезд по нулевому аркану, путешествия проходят или перемещение. По этому аркану смена работы тоже проходит, смена отношений. Да, наверное, в любой сфере нашей жизни этот нулевой аркан говорит, это новое начало. Но мы не должны замечтаться, мы должны себя сами сохранять. Шут идет и под ноги не смотрит. Мы такого себе позволить не можем. Поэтому это то, что из разряда осознанности, я уже сказала, будьте внимательны к обстоятельствам и к самим себе. Здесь новое начало, но ведь это и методы какие-то новые, это нами что-то неотработанное. И вот посмотрите, неожиданности правда. Но это те неожиданности, с которыми вы можете справиться, которые вам дают, открывая возможности, понимаете? Кто-то из вас может спасовать и сказать, ну, опять что-то непонятное. Или я все жду, когда, наконец, закончится черная полоса. А она уже давно закончилась. Нам вот как раз это значение, об этом и в самом начале сказала. Это ты видишь, что у тебя черная полоса. К тебе сейчас идут возможности. В виде того, чтобы завершить какой-то глобальный минус в своей жизни и переключить свое внимание в более позитивном ключе. И по принципу жезлов, не теряй времени. Это могут быть, опять же, поездки, перемещения. У кого-то будет связано с дорогами. Или, может быть, это не такие глобальные дороги, как вы куда-то переезжаете в другую страну, в другую местность. Хотя для кого-то и так проиграется. Для кого-то проиграется, нужно учить языки, потому что нужно понимать, что мне люди говорят, ну и выражать свои собственные мысли, быть правильно понятым. Так вот, по этому аркану могут проходить высокие инстанции, в которые нам приходится отправляться. Или на наш порог приходят люди, или приходят какие-то известия, когда мы вынуждены опять же куда-то ехать и согласовывать что-то. И мы не должны терять времени, потому что когда выпадает принц жезлов, карта говорит, куй железо, пока горячо. Сейчас у тебя есть этот вариант, но если ты промедлишь, завтра уже будет поздно. Вот такие неожиданные возможности. Причем в том ключе, где вы их не ждете. И рассмотрите любую новость, может быть, или любое предложение,
или вами услышанное, тут даже новости или какая-то информация, которую мы как на ухо поймали. Кто-то говорит, рассказывает о чем-то своем, а для нас эта информация тоже может быть полезна. Вот такая метаморфоза, я ее тоже не исключаю. И тогда то, что в нашем сознании зарождается или в нашем разуме, мы должны как-то соединить с теми событиями, которые либо в нашей жизни происходят, либо, может быть, это касается важного вопроса, о котором вы как раз и думаете. И это будет своеобразная подсказка, как найти выход из создавшегося положения. Ну, вот самые разные могут быть направления, переложите все эти тонкие нюансы на свою жизнь. Но не оглядывайся назад, все карты об этом, и слушай себя. Давайте я перемешаю, и мы посмотрим, к чему все это идет. Вот это Луна. У вас 2 старших аркана. Что будет дальше? Что-то вам нужно продолжать. По аркану Луна постепенно все встает на свои места. И у вас 2 рыцаря, правда. Перемещений будет много, скучать будет некогда. Но куда-то вы не должны торопиться. И об этом мы говорили по аркану Луна. И принц Пентаклей, один из самых медленных рыцарей, нам говорит о том, что тебе сейчас важно внимание к деталям. Опять же, вот это самая осознанность. Ничего нельзя делать на автоматизме. Вот для вас такой период февраля. Иначе, если автоматизм, это где-то присуще нашему сознанию. И это хороший навык, который помогает нам, выполнить какую-то рутинную работу, не углубляясь в какой-то анализ глубокий, да, когда мы моем, к примеру, посуду, нам не нужно анализировать, что и как, хотя иногда нужно быть внимательным, да, но тем не менее, вот понимаете, тут есть какая-то детализированность процесса, которым вы будете заниматься. Тут что-то крупное у вас будет строиться из мелочей именно, или перестраивается ваша жизнь. И здесь могут приходить, как, знаете, такие первые звоночки перемен, которые вам важно подметить. Но, правда, февраль, не торопитесь. Или какие-то события, допустим, то, что вам сейчас непонятно, оно будет развиваться помимо вашей воли. Но вам нужно отстроить новые отношения к этому. И, может быть, новое участие в каком-то вопросе. У кого-то это будет продвигаться вопрос по работе, к примеру, да, и тогда с вниманием к деталям вы можете изменить сферу деятельности. Само по себе, как организацию или рабочее место, для кого-то из вас вопросы переезда могут как раз проиграться таким образом, что вы будете рассматривать новые варианты. И не факт, что новые варианты будут хуже прежних каких-то, но продумать, не отказаться, вот так, знаете, наотмашь. Нет, я этим заниматься не буду. Вот карта говорит, подсказку дает. Вот такие весомые заявления, пожалуй, не совсем тебе помогают. Что будет дальше? Что будет продолжено? Нулевой аркан. Ну, правда. Что будет дальше? Аркан башня нас призывает быть осторожным и внимательным. Где-то, если мы говорим по аркану Луна, у вас 3 выпадают серьезных аркана, старших. И когда обстоятельства вашей жизни будут, или вы можете оказаться в какой-то обстановке, которая для вас совершенно нова. И научиться правильно оценить обстановку, раз, и принять правильное решение, 2. Не отложить чего-то на потом, 3. Вот основная концепция, с которой, может быть, дела или какие-то новости, может быть, по части личной жизни, у кого-то, может быть, и родственники, у каждого по-своему. Так вот в этих 3 концепциях вам придется принимать решение. И правда, на потом не отложишь. Почему? Потому что и как и времени, я сказала, потом возможностей уже не будет. С другой стороны, вы упустите подходящий момент. И, наверное, по аркану башни нам еще хотят сказать вот что, если мы рассматриваем как возможность. Ведь раньше эта карта башня изображалась в первых колодах Таро как тюрьма или период каких-то ограничений. Но мы были уверены, что эта тюрьма наш оплот, цитадель или какой-то, как крепость, что-то нерушимое. Мы могли подержаться за эти стены. И поэтому нам казалось, есть стены, значит, я в крепости, я в надежном месте. И вот это, казалось бы, надежное место разрушается. И мы понимаем, что нам приходится перестраиваться.
И на первый момент нам показаны вот люди, которые падают. Вот это состояние невесомости. Как прошлое уже завершилось, а будущее еще не родилось, не отстроилось. У вас период адаптации к новой жизни, к новым условиям. И вы должны принять то, что есть на самом деле. Быть честным с самим собой. И это не просто слова. Мы могли по-разному относиться до этого периода к разным событиям. А теперь новая реальность. Это те перемены, которые, повторюсь, происходят вокруг нас. Это может быть даже перемены в мире, мои дорогие. И нам нужно организовать себя на новые какие-то очень важные вехи жизни. Или наш порядок, наш уклад жизни придется отстроить как-то по-новому. И это будет не завтра, это начинается в феврале. Поэтому мы чего-то отложить на потом, но никак не можем. Что будет дальше? Будут вот эти с элементом новизны события. Они будут приводить вас к каким-то продолжениям последующим. И если вы правильно для себя изберете какую-то стратегию и тактику на февраль, то вы себе потом скажете спасибо, что вы вовремя сориентировались или адаптировались к какой-то обстановке. Давайте посмотрим, что же у нас идет дальше за этими неожиданностями. Ну вот правда, новые возможности. Посмотрите, принц, принцесса. Мы всегда говорим, что это, ну, как либо новый какой-то жизненный этап. И у нас, кстати, принцесса Пентакли как раз обозначает то, что, о чем я говорила. С одной стороны, вот эта монетка Пентакли, мы говорим начинание, или какая-то новая концепция, новое качество жизни, когда мы больше сосредоточены на себе, что мы хотим именно совершить. И в другой руке принцесса поднимает пучок колосьев. Это прообраз нашего опыта. И я говорила, интуиция – это связь интеллекта и нашего предыдущего опыта. Опыт, который как здоровое холодное равнодушие к той ситуации, которую мы уже пережили. Где-то это символ колосьев. И принцесса поднимает выше, чем Пентакль. Поэтому вам какой-то опыт помогает, но не участвовать в том вопросе, который для вас не будет служить прогрессом. Или, может быть, какие-то отношения, которые нужно пересмотреть, необходимо. И в зависимости от того, что может быть продолжено или нет, принять действительность, реальность. И после этого совершенно в новый какой-то путь или новый жизненный этап нам приходится пройти. Но вот эта внутренняя перестройка, видимо, она проходит в феврале для вас, мои дорогие стрельцы. И это сразу означает момент перехода между прошлым и будущим. Ну вот такой не совсем простой период, но у вас не случайно выпадает голубь, благополучие. Это по всем сферам жизни. У вас сейчас прочная позиция, это самое главное. Но вам ваша задача сбалансировать. Где-то это как ваши эмоции, чтобы вам не мешали. Потому что они вам, ну, словно туманы какого-то дополняют или добавляют вот к тем событиям, которые еще придут на ваш порог, или с чем вы столкнетесь в феврале, и могут создать путаницу. Что, к чему все идет? Вот давайте мы подведем итоги. И это и есть как раз по тройке мечей. Я всегда говорю, что это карта здорового равнодушия. Вы должны в чем-то поставить точку. Может быть, это будет связано с каким-то периодом потерь или тех невозможных перемен, которые вы планировали, но вы не можете изменить. По этой карте мы не можем изменить людей, первое, и мы не можем обстоятельства изменить, это второе. И вот, видимо, из разряда, когда вы не влияете ни на людское мнение, либо не на характер поведения людей, или вы не можете их перестроить, изменить. И, может быть, это родственники, у кого-то это дети, или какие-то ключевые даже партнеры. Но вот есть какая-то данность, которую вы не можете отменить, перестроить, или заставить человека по-другому думать. Или если это внешние какие-то события, ну, может быть, меня опять же смотрят люди из разных стран, и это может быть, как знаете, какая-то болевая даже точка, ведь в сердце пронзенная 3 мечами. Это как сгусток боли, но он присутствует в нас, а нам карта говорит, оставь это как ситуацию, чтобы
эта ситуация тебя вновь не ранила. И, пожалуй, это все то, о чем я говорила по картам пасьянса и для вас, раз вот это, ну, как мысль, которую нам пытаются передать карты, проходит красной нитью через весь наш расклад, мои дорогие стрельцы. Будь то это карты пасьянса, или будь то это карты Таро. И к чему все идет, если мы спросили итог? Вот этот итог ваша задача подвести в феврале. Какие же еще итоги? А для чего все это нужно? Вы должны сбросить вот этот груз. Обратите внимание, люблю очень эту колоду Таро иллюминатов. Здесь даже цвета имеют значение. Ну и символов тут тоже много. Вот десятка, казалось бы, жезлов. Десятка – это тоже завершение. Сама по себе карта 10 – это итоговая карта. И нам показан человек, который изображен в дорогих одеждах. Но он тащит этот пучок этих жезлов, и видно, что это тяжело. И его уже согнуло под тяжестью. Куда он смотрит? Давайте обратим внимание. Он смотрит в землю. В землю смотреть нельзя. Скажите, что вы увидите в этой земле? И если вы переложите на нашу суровую реальность, когда вы идете по улице, мои дорогие стрельцы, это просто наука психологии. Обратите внимание, куда смотрят люди. И вы удивитесь, что большинство людей смотрят именно в землю. Конечно, нужно смотреть себе под ноги, но под ноги мы смотрим, когда мы идем по ступеням, к примеру, или идем по какой-то местности, которая неровная. А когда мы идем по ровной местности, когда нам ничто не мешает, или когда мы не бежим, а когда мы именно прогуливаемся и имеем возможность посмотреть так немножко в горизонт, а мы все равно смотрим в землю. Нам кажется, что мы смотрим под ноги, а мы чего-то не замечаем вокруг себя. Так вот, землю надо перестать смотреть. Мы должны останавливаться, чтобы смотреть в небо. Мы должны останавливаться, чтобы видеть вот этот горизонт, панораму, мои дорогие. Она расширяет для нас возможности. Она заставляет нас увидеть какую-то символику мира, может быть, в хитро изогнутых ветках или в каких-то причудливых облаках. Я, к примеру, говорю, да, это в знаке, очень это проигрывается, кто, к примеру, из вас интересуется рунами. Так вот, иногда руны к нам приходят как значение определенных символов через те события в природе, которые нас окружают. Это может быть как подсказка на ваши вопросы. Ну, я так слегка углубилась, и, может быть, кому-то это важно услышать. Для вас совершенно необходимо в феврале видеть вот этот кругозор, как бы свой собственный расширять, так и возможности. Так вот, если человек в прекрасных одеждах, красивых, дорогих, тем не менее тащит этот пучок жезлов и смотрит, вынужден смотреть в землю, себе под ноги, потому что его согнуло под тяжестью жезлов. Он не может себе позволить увидеть, куда же он идет. А если бы он эти жезлы бросил хотя бы вот на минуту, отдышался и вот огляделся по сторонам, посмотрите, темная карта, он бы подумал, а зачем я иду в эту старую облезлую башню? Зачем я тащу эти 10 жезлов? Какой смысл в моем действии или для чего мне лично это нужно? Вот, наверное, такие вопросы у вас стоят в феврале. И обратите внимание, если мы про цвета дополним, дорогие одежды, синий цвет – это какое-то состояние нашей внутренней безысходности или каких-то переживаний, а красный цвет – это нашей решимости. И красный цвет – это наши действия. Так вот, обратите внимание, красный цвет у нас изображен как красный пояс, и этот пояс мы носим на уровне живота. Это тоже символика нашей жизни. Красный цвет присутствует на берете. Нам говорят, ты должен что-то передумать. Но вот этот синий фон, он давит на этот ободок его, или красный, то, что находится где-то в проекции ободка, то, что ближе к голове прилегает, да, но вот синего-то цвета больше, и он, словно затемняет какую-то реальность, не дает человеку как раз увидеть новые возможности или что-то изменить, передумать. И красные штиблеты, которые у него на ногах,
они заставляют, вот эта синева или какая-то темнота, тяжесть, она заставляет его идти по намеченному пути. Нам придется изменить какой-то жизненный путь, жизненный ракурс. И вот этот красный цвет, он должен быть перестроен таким образом, чтобы ваша решимость кардинальным образом изменила краски вашей жизни. Вы подводите итоги. От начала до конца я об этом сказала. Давайте мы спросим карту совет. Вот нечего добавить. Карта колесницы, я об этом говорила, что перемены есть и перемены будут. Карта говорит, оставляй прошлое позади и встречай все новое, что идет на твой порог. Здесь действительно, как вот вы можете тащить, представьте себя тем человеком, который тянет вот эту вязанку и света белого не видит. А вам нужно увидеть новые возможности, которые буквально, ну, наверное, как высшие силы и ангелы, оно именно по старшим арканам и проигрывается, приходит к вам через обстоятельства. Вы можете сейчас очень многое, мои дорогие стрельцы. Для вас может быть февраль очень продуктивным месяцем. Но, видимо, тут будет по-разному. Кто-то действительно вот этот баланс, вот этот аркан или значение голубя, благополучия себя поставит на первое место. Оценит правильно обстановку, в которой находится, или свое окружение будет пересматривать, и не откажется от нового мировоззрения, от того, что, да, перемены присутствуют в нас, а кто-то ничего не сделает и будет сидеть дальше, ожидать. И тогда аркан колесницы говорит, ты перемены не изменишь. Все равно что-то, как по воле высших сил, ворвется в твою жизнь. И если ты не будешь настроен идти в одной скорости с этими переменами или двигаться в той скорости с вашим ангелом-хранителем, а себя поставишь в какой-то стопор, или будешь заниматься теми делами, которые нужны кому-то. Вот ведь явно человек не себе тянет эти 10 жезлов, как будто он занят не своей работой. И тогда все равно какие-то будут события, но ты на это не будешь влиять. Для вас очень важно быть, как, знаете, для себя самого главным ориентиром. И, может быть, поэтому вот этот тезис плана, о котором мы говорили в самом начале, когда еще рассматривали карты пасьянса, разграничить словно свою жизнь. Чего я не хочу, начать с этого, а потом создать себе список, чего же я точно хочу. Не такой простой расклад, но в этой колеснице, мои дорогие, в этой, точнее, колоде карт, это карта успеха, это карта победы. У вас победа на пороге или ваш успех, но это будет зависеть от того, в какой же колеснице вы помчитесь вперед или предпочтете остаться в прошлом. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые оптимисты. Правда, вы солнечные люди. Ну вот почему-то такой расклад, и значит, пусть это не для всех подойдет, я это допускаю. Я буду благодарна вашим комментариям. Опишите. Я всегда читаю, не всегда успеваю отвечать, но я всегда, читая, анализирую, какая ситуация могла сложиться у человека. И будьте, наверное, добры к самим себе. Не пришпоривайте себя в каких-то прошлых, может быть, замшелых ситуациях, которым нужно вот действительно остановиться и подумать, а зачем я этим занимаюсь? А может быть, надо бросить вот эти окаянные 10 жезлов, сразу уйдет вот эта тройка мечей, и вообще для меня жизнь заиграет новыми красками, мои дорогие оптимисты. И я вам искренне желаю быть любимым и счастливым всегда.